السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا نبدأ الدرس إن شاء الله. التدريب. Давайте с вами скажем. Девочка на третьем этаже. Это устное упражнение. البنت في الدور الثالث или في الطابق الثالث. Повар на седьмом этаже. Здесь кто-то, повар будет табах. الطباخ في دور السابع. Учитель на 11 этаже. طيب. المعلم في الطابق 11 или же في الدور 11. Доктор на 12 этаже. الطبيب في الطابق 12 или في الدور 12. Семья на 4 этаже. الأسرة في الطابق الرابع или же في الدور الرابع. طيب, следующее упражнение. التدريب. Посмотрите внимательно на то, что здесь написано, и найдите ошибки. Значит, первое у вас ساعة الثامن, и второе الباب السادسة. Можете остановить, написать в тетради и найти ошибки. Хасанан. Смотрите, помните, когда мы с вами разбирали порядковые числительные, мы с вами говорили, что порядковые числительные, они похожи на прилагательное, да? То есть оно полностью должно сочетаться с существительным. Еще один такой момент, он идет после существительного, да? То же самое, как если сравнивать с русским языком, то мы говорим красивая девочка. Мы не говорим красивый девочка. Красивая девочка. Здесь то же самое. Если существительное у нас мужского рода, значит, соответственно, и числительное будет тоже мужского рода. 8 ученик. Значит, соответственно, ответ будет таким. الساعة الثامنة и الباب السادس. Удаляем, убираем тамарбуту. Давайте вспомним. И быстро постараемся назвать числительные. Порядковые числительные. Таеб. Я думаю, что кто-то уже справился. Итак, смотрите. الثامن 11 سادس 12. Переводим. Я живу на 6 этаже.
طيب. أنا أسكن или просто أسكن في الطابق السادس. Или же, возможно, кто-то скажет أعيش في الدور السادس. Замечательно. И дальше давайте с вами перейдем к новому диалогу, который мы начнем сегодня разбирать. Итак, давайте послушаем его внимательно. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. طيب, отлично. Давайте с вами перейдем к разбору. Итак, первое, что мы с вами слышим после приветствия. Аль-Ба'и'а говорит «Эй хидма». Теперь у меня вопрос. А кто такой Ба'и'а? Ба'и'а. Ба'и'а – это продавец. Ба'и'а. Ба'и'а. Ба'и'а – продавец. Давайте с вами запишем это слово в тетрадь, если оно является для вас неизвестным, новым. Обязательно запишите и отметьте. Ба'и'а. Соответственно, если у вас будет продавщица, вы добавите в конце та марбуту. Ба'и'а. Давайте переведем. Читаем. قال لي بائع تفضل. Я думаю, что это несложно. Все слова мы проходили. قال لي بائع, то есть сказал мне продавец. Ли мне تفضل, пожалуйста, да? Или проходите в значение. Значит, следующая фраза. Эйе хидма. Собственно говоря, эта фраза, это классическая фраза арабского этикета, которую вы обязательно можете услышать где-то в магазинах, в офисах, в отелях. Эйе хидма. Значит, дословно мы переведем ее как какая услуга, да, или в значении как какую услугу оказать. На русском языке мы можем ее услышать как чем могу помочь. Если разобрать слова «эйю», переводится у нас как «какой», «который», а непосредственно само слово «хидма» переводится как «услуга» или же «помощь» или какой-то сервис. Когда вы можете услышать, да, например, вы заходите в магазин, и к вам подходит консультант и говорит «Эйе хидма», «Эйе хидма», или же допустим, вы, опять же, по телефону, да, звоните, возможно, в какой-то офис или магазин, и вам говорят «Эйе хидма», «Эйе хидма», то есть значение «чем я вам могу помочь». طيب. Давайте рассмотрим дальше. Здесь, опять же, по-моему, у меня не включился звук, запись. Получается, у нас с вами два человека. Один продавец, аль-ба'и'а, как мы с вами поняли. И второй – это аль-муштари. Сейчас мы с вами разберем, кто такой аль-муштари. أي خدمة. أريد بعض الأساس. أريد بعض الأساس. Прежде давайте с вами разберем, кто такой муштари. Во-первых, отметим несколько важных моментов. Да? Аль-муштари, вы уже догадались, я думаю, что это покупатель.
аль-муштари. Само слово аль-муштари достаточно уникально. Почему? Потому что когда оно будет стоять с алиф-лям, у нас будет аль-муштари. Аль-муштари. Когда оно будет без алиф-лям, у нас будет муштари, без яй. Таиб. Например, да, давайте рассмотрим предложение. Ана муштар. Ана муштар ва хуа ба'я. То есть я покупатель, он продавец. Еще вот такое вот интересное, что аль-муштари, именно с алиф-лям, аль-муштари еще это планета Юпитер на арабском языке. Аль-муштари. Я не знаю, с чем это именно связано, но вот такой вот интересный факт, что аль-муштари это покупатель, еще это планета Юпитер. Аль-муштари. После слова в диалоге, да, звучит слово бада, да, бада. Он говорит, аль-муштари говорит, уриду бадаль, бада асас. Что такое бада? Уриду, я думаю, понятно. Уриду в значении я хочу для первого лица. Уриду. Уриду бада. А вот что такое бада? Бада мы переведем как немного, да, если отдельно, да, разбирать это слово бада. Немного, или там кое-что, или часть. Слово бада. В данном же случае оно переводится как некоторое количество или же несколько предметов. Давайте с вами разберем и посмотрим несколько примеров. Например, можно сказать «Уриду бадальма». «Уриду бадальма». Я хочу немного воды. «Уриду бадальма». «Уриду бадаль хубс». Хочу немного хлеба. «Уриду бадаль вакт». Я хочу немного времени. Например, кто-то пишет диктант, и он не успевает, да, по времени, он просит учителя «Уриду бадаль вакт». Или что-то, да, вы заполняете, и вас просят поторопиться. Таеб. Следующее слово у нас это асас. Асас, да, в диалоге. Асас, само слово в словаре оно переводится как мебель. Мебель. Но здесь мы увидим, да, что сюда, по сути, в диалоге войдут такие слова, как вообще, собственно говоря, вся утварь. Да? То есть это и шторы, это и кровать, это и мебель. В слово «асас». И здесь, скажем так, если вы пришли, да, что-то купить, но вы забыли, да, какое-то слово, вы точно так же можете сказать «уриду бадаль асас». То есть конкретно не говорит, да, что именно вы хотите. И для тех, да, кто также изучает грамматику, бадаль асас по строению, да, здесь будет у нас идафа. Возможно, кто-то задумался, а почему там алиф-лям стоит? Аль-асас. Почему кясра? Потому что это у нас идафа. Для тех, кто интересуется грамматикой. Следующее, что говорит нам продавец, он говорит «Мада туриду ли гурфати наум». «Мада». Слово «мада» мы знаем, что переводится как «что», да? «Что». Туриду в значении как «ты», да? Или же «вы». Что вы хотите или что ты хочешь. Ли – это предлог, который мы переводим как для чего-то, да, для. Он является слитным в арабском языке. Слово гурфа – это у нас комната. Гурфа. А, собственно говоря, слово наум переводится как сон. И все вместе гурфатун наум мы отмечаем себе, что это и есть спальная комната.
или комната сна. Отлично. Что же дальше говорит покупатель? Уриду сариран ва ситаран. Уриду сариран ва ситаран. Уриду – я хочу. А вот дальше что такое сарир? Сарир – это кровать. Сарир – это кровать. А вот ситара – это есть штора. Ситара. Отлично. Дальше давайте с вами перейдем на практику. Повторим, вспомним, что мы с вами проходили. Итак, посмотрите. Выберите правильную форму. Вам нужно сказать «красивая кровать». Сарир, как вы скажете, Джамиль или же Джамиля? Красивая штора. Ситара, Джамиль или же Джамиля? Верно. Верно сказал тот, кто выбрал в первом варианте зеленого цвета Джамиль, Сарир Джамиль, а Ситара Джамиля. 8-я кровать. السرير الثامن. 6-я штора. الستارة السادسة. 11-я кровать. السرير 11. 12-я штора. الستارة 12. Отлично. На этом мы с вами закончим. Шукран аля мушахада. Я надеюсь, вы помните слово мушахада. Хасанан. И до следующего урока, иншаллах. Хороших вам уроков. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.